Привет, ребята! Как проходят ваши выходные? Мы на Куяльнике, но я сегодня вообще не купаюсь, потому что мне холодно. Ветрено. Муж говорит, что вода не прохладная. Ну, мне показалось, что прохладная. Прохладно выходить. Жорка бегает за палочкой, носится здесь простор, ему нравится. В общем, красота. Тревоги сегодня целый день. И вот здесь, на Куяльнике, мы уже третий раз слышим сирену, и пролетел мимо нас реактивный шахед. Ну так, на большой высоте. Ну куда-то туда полетел. Релакс полный. Сижу, отдыхаю. Сначала в купальнике загорала час назад, а потом что-то тучки набежали, солнышко спряталось, стало очень прохладно. Сегодня мы вообще собирались с утра на море. Я говорю, стоп, у меня еще не готов обед. Отложили на 3 часа. В 3 часа я вернулась с прогулки с Жориком. Плотно пообедали и улеглись смотреть телесериалы. Мы любим детективные всякие телесериалы. Я смотрю, уже дело к началу 5-го. Я говорю, так мы едем на море? В итоге все переиграли и решили поехать на Куяльник. Набрали баклажки воды пресной, поехали. Приехали, я вылажу из машины, ну, Жорка первый выпрыгнул. Он, как только мы подъезжаем, он уже прям с таким удовольствием, девочки, вот чувствуют этот запах природы, пение птиц, чирикают всякие, там, я не знаю, насекомые какие-то эти уже стрекочут в траве, в сухой. Трава у нас уже сухая, я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, уже все высохло, видите, на Куяльнике. Да везде уже. Вроде как только июнь. О, июль. Июль, боже, середина июля. А уже все так повысыхало. Я спряталась за машину, потому что ветрено. И там эти сидят какие-то насекомые, которые, кузнечики там кто там, они стрекочут. А так, в принципе, все неплохо, все потихонечку. Я целыми днями поливаю свои цветы комнатные. Орхидеи, вы знаете, у меня лимончики. Покажу вам в этом видео. Наконец-то я увидела развитие корневой своего мандарина Каванавас. Я уже переживаю, это вторая попытка по этому мандарину. И в этот раз я взяла уже 2-летний саженец. Но он вообще в комнатных условиях вырастает всего лишь до 50 сантиметров. Он карликовый считается. И, в общем, я смотрю, корешки появились. Я вам обязательно сделаю подсъемочку, покажу. Но все-таки это ж результат, понимаете, результат. А вот лимон, который с ним приехал, лунариум, что-то стоит на месте. Ни корней, ни листьев. У этого тоже новых листьев нет. Но вообще я почитала, что он очень медленно растет. В общем, короче, я увидела новые корешки, я прям так. Я вам скажу, там я не поменяла землю, не стала ком разбивать земляной. Вот с чем они приехали, в чем приехали, так и оставила. Только у лимона подсыпала своего грунта. И вы знаете, просыхает в такую жару вообще очень тяжело. Где-то 2 недели, раз в 2 недели надо поливать. Такой вот плотный ком, такая земля, знаете, такая забитая. А лимон Мейера мой в такую посажен в пухкую землю, такую, знаете, с разрыхлителями. И он вообще каждые 3 дня я поливаю. И выпиваю все, что в блюдце остается. В общем, у нас сегодня такая вот тема с вами. Опять про растения. И я буквально сегодня, мне попалось видео, девочки, про апельсин. Апельсин, у него такое название, я вам напишу здесь. Оказывается, этот апельсин для гастритчиков, девочки, мальчики, для гастритчиков. Я никогда не думала, что есть цитрусовый для гастритчиков. То есть подходит людям с гастритом. Это про меня. Он полностью лишен кислинки, он сладкий, он комнатный, низкорослый. В общем, класс. Я его еле нашла на одном из сайтов. И там
такая, в принципе, нормальная цена. Я не знаю, что мне приедет, но я уже оплатила. И обещали в течение 3 дней отправить. В общем, я уже в ожидании, в ожидании. Вот у меня уже есть 3 лимона. Значит, Мейра, Лунарио и самый неприхотливый этот вот киевский крупноплодный. Все пока тьфу-тьфу живы. Мандарин Каванавасы. Он такой, да, я вам сказала, карликовый. Это японский мандарин. И он, все сорта, у которых есть васы в названии, это все быстроспелые. Бежит Жорка. А вот бежит Жорка. Жорка погулял. Ты погулял? Ты умничка? О, приехали мотоциклы, ты не боишься? Заката, наверное, сегодня. Но он будет закат, но, наверное, мы не увидим. Такая красота. Мало людей, хотя и выходной. Здесь такой воздух, да? А уже этот поналипало на лапки, ему не нравится. Сейчас будем мыть лапки. Соленый песок. Журочка уснул на свежем воздухе. Вот так вот, вот. Вот так. Свежий воздух продлевает жизнь. И сон на свежем воздухе, я хотела сказать. Крепкий сон на свежем воздухе продлевает жизнь. Ой, красота. И кто здесь устал после лимона? Ты ж вроде сегодня не купался, так устал. Ему нравится так спать на заднем сиденье. Доброе утро, доброе утро. Слушайте, у нас такой ливень ночью был, вернее вечером. Мы приехали с Куяльника, и как начался ураган, как начался ливень, это ужас. У меня с утра обход владений, и я хотела вам показать, как там мой мандарин Каванавасы. Вот он. Вот он. Пока нет приростов ни на нем, ни на лимончике Лунарио. Мейер, кстати, все нормально. Вот Мейер дал новые листики, вот они растут. Вчера поливала, он уже все выпил. И смотрите, это я обвязала, чтобы корни не перегревались. Потому что бутылка прозрачная и земля темная, нагревается горшочек на солнце. Но смотрите, какой корневой рост у мандарина. Вот, смотрите. Видите, как здорово. И очень удобно, когда можно это увидеть, как у орхидей рост корней. Ну, нарастут корни, нарастут листики. Моя морковочка черная, Фред Кларкиара. Девочки, выравниваю рост, верчу ее во все стороны. Вот лимоны нельзя поворачивать, и апельсины, вообще цитрусовые. Вот этот, кстати, не полила вчера крупноплодный киевский, потому что он у меня еще тяжеленький. Я вот так беру. Ага, тяжеленький. Растем дальше. А эти можно вертеть. Морковочки. Это черная морковка. Фред Кларкиара After Dark. Я очень хочу дождаться ее цветения. Это невероятное зрелище. Но пока она еще малышка. Рост сюда клонился, я повернула, и он выпрямился. Так, что с корнями? С корнями просто вау. Но я вам пожалуюсь на еще одну морковочку. Это мой пиелатум, должен быть желтый. В прошлом году у нас вот такой вот рост, вот такая морковка. В этом году и никакого цветения. Какой-то кошмар. Ну, надеюсь, что он исправится. Я его повыше поставила, чтобы он немножко
больше света получал. Может быть, у него дефицит света, поэтому он не цветет. Так, и сегодня я с радостью обнаружила, что мой зигопиталум, смотрите, какие бульбы дует, приехал такой кучкой ростиков, ну, немножко желтит листики, но ничего страшного, оно везде, вот смотрите. Кстати, появились новые росты, девочки, вот видите, новые росты. И он начал формировать бульбы. Вот это первая появилась, потом вот вторая. Было 3 ростика, и теперь у нас 3 бульбочки. В общем, очень надеюсь, что катасетум пиелатум наконец-то у меня уже же корней полно, и запасов у него полно. Надеюсь, что эта бульба наконец-то процветет. Ну что это такое? Я хочу видеть красоту. Ой. Инциклия цветет. Но вижу, первый самый цветочек пожелтел. Видите, вот так вот желтенький стал. И мне Оля прислала еще одну. Оля — это продавец орхидей, киевлянка. По ошибке прислала точно такую. И вот у нее появился ростик и тоже растет. Красота. Девочки, любуюсь на свой 1 000 000 сердец. Такая няшная вообще. Это дисхидия. Растет потихонечку. Смотрите, какая. Листочки прям вот сердечки такие. Еще с варигатностью по краю. Вообще клевая такая. Хочу, чтобы она стала пушистая-пушистая. Я ее пересадила. Она у меня была от продавца в каком-то странном грунте. Знаете, такой аквариумный какой-то мелкий, не знаю, такой камешек мелкий, черненький. Ну, нарастила корни в этом аквариумном грунте. Я первый раз встретилась с таким вариантом посадки растения. Ну, нормально. И вот у меня она здесь дала ответвление, такая красотка. И я ее пересадила вроде как нормально. Так, вот этот меня, конечно, сильно беспокоит. Это вот мой... Ой, девочки, обняться и плакать. Дендробиум драконис, который должен пахнуть мандаринами. А все, что цитрусовым пахнет, я пройти не могу. И вот прикупила себе малыша. Ну вот уже он сколько у меня? Ну меньше месяца, может 3 недели. Ну, не сдох и хорошо. Но пока нету нового роста. Но вообще я посмотрела видео, он большой. Вот смотрите. Драконис. Он вообще большой. Я думала, он может какой-то мелкорослый. Нет, он среднерослый. Так, здесь у меня дендробиумы фаленопсисы, наконец-то. Вот подарочек мой. Ростики дали новые. В общем, вот такие дела. Это не ароматит, очень жаль, но прикольное. Но знаете, кто ароматит у меня со вчерашнего дня? Даже с позавчерашнего. Сейчас я вам покажу, кто у меня ароматит. У меня ароматит Хоя Матильда. Вот. Это очень красивая хоя. И пахнет по вечерам. Ой, где бы тебя поставить, чтобы тебя так притулить, показать? Я сейчас все переверну. Тут уже перенаселение растениями. Еще едут. Ой, девочки, угомониться невозможно. Все интересное. Все хочется повыращивать. Я представляю, у кого огороды. Сейчас столько гибридов разных культур. Тех же томатов. Можно насадить разных ягодные культуры. Сейчас голландские селекционеры столько всего выводят. И в комнатном цветоводстве, и вообще. Так, Белка моя. Эти красавицы. Моя дисхидия вата. Котенок мой цветет. Умничка. Вот моя новая красотка. Ну как, это не новая, новый распуск. Так, девочки, бегу заправлять кровать мои на прогулке и умываться. И мне надо сделать сырники. Все просыпаются, буду делать сейчас сырнички. У нас по выходным
сырнички. Так что бегу. Ой, лавруша красавец и новый цветонос. Так, а что тут надо мне полить сегодня, побрызгать? Ну, она еще полита, но она любит обрызгиваться каждый день. Это кто видел на моем орхидейном канале, это моя Цилогина крестата. Очень клевая растюха, но любит тепло. Она сейчас страдает, не растет. О, не любит тепло. Любит прохладу и влажность. В общем, никак она бульбу не приведет в порядок. Видно, корней еще не наросло. Но есть там новые ростики. Вон, видите, новые ростики есть. Но она обалденно цветет. Это цилогин. Она у меня здесь подвешена. Вот так вот висит. В общем, так. Утро получилось на цветочную тему. Сейчас Жорик придет, голодный, надо срочно насыпать корма. Будет ли он его есть? Купила, девочки, пошла ему у этого же производителя, Фармину мы кушаем, океанский какой-то корм, треска с апельсином. Он его не хочет есть. Говорит, сама ешь свою треску с апельсином. Мужу говорю, ну все, будем с пивом жевать треску с апельсином. Не хочет. Ягня своего ест, а вот этой же фирмы, а не желает. Что-то никто не цветет. Есть цветоносы. Это метушные штучки. Где-то я видела цветонос. А, вот здесь цветонос есть. Вот. Ползет. Это же цветонос? Ну да. Ползет. Короче говоря, не знаю. Я сейчас подмешиваю ему пару корминок в основной корм. Ну, рыбка, но она, да, специфично пахнет. Рыба, треска с апельсином, это еще такое. Низкозерновой. Лэмп, спелт. Ну, такой состав. Ну, вот купила вот этот. Треска и апельсин. Ну, вообще его не хочет есть. Я немножко подмешиваю там чуть-чуть. Не знаю, вообще корм хороший. У него и самочувствие хорошее на нем, и активность. Ну, блин, океан нам не зашел. Самое интересное, что мне нравится, как он пахнет. Такой жирненький. Пахнет рыбкой, вообще клевый. Так, а этот... Ну, а этот вот такого, видите, размера. Это для маленьких пород, поэтому такой вот. Ну, этот больше мяском пахнет. Ну, короче говоря, мешаю. Чуть-чуть этого добавляю. Вечер у моря. Слушайте, сегодня целый день какой-то такой на расслабоне. Но на море мы выбрались только к вечеру. И не купаться, а гулять. Волна, вода прохладная, очень ветрено. А вот и Жорка. Вот и Жорка. Жорка гуляет. Да, Жорка? Все изучает. Кто-то рыбу ловит, кто-то загорает. Но в воде очень мало людей, я вам скажу. Явно, что водичка прохладная. Отчаянные пловцы. Мы не пошли в сторону ресторана Бывшего моря, потому что там лисички. В ТикТоке все про этих лисичек рассказывают. А так как у нас собака, да и вообще, я считаю, риски. Если лисы дикие, хотя и прирученные, как бы, но все-таки это лиса и большой риск бешенства. Здесь на пляже никого нет, потому что пляж узкая полоска и практически никого нет. Какая чудесная погода. Слегка ветрено. Да? Вот я не люблю такое море, девочки. Волна. Капец. Очень много водорослей. И вода, кажется, из-за того, что волна, вся вот это песок
весь поднимает, мул весь. И эффект грязной воды. А мы идем на яхту. О, воздушная тревога. Та-ра-ра-ра-ра. Уже 7 час, людей уже на яхте немного, конечно. Но купается здесь больше. Да, ребята, вечером прохладненько. На пляже людей практически нет. А, шишка? Давай, давай я тебя покидаю тебе шишечку. Давай, давай, давай. Опа, лови. Такой ветер вообще холодный. Но обещают в четверг и среду, и четверг, и пятницу жаркие дни. Жорка гавкает на этого динозавра. Что такое, Жорочка? Жора, что такое? Что такое, Жорочка? Спокойно. О. Я сегодня уже кушала мороженое, Сережа мне предлагает мороженое. Я говорю, я уже кушала мороженое. Я не хочу. А здесь что? А, что-то жарят, да? Ага, понятно. Жора, все тарахтит, все гудит, не понять. А, вниз, мы идем вниз. Не, ну тут меньше людей, да, там же бассейн, там много людей. Тут пойдем. Вдоль морюшка. Ну, вода все-таки прохладная, мне кажется. Will you marry me? Прикольно. Локация такая.